Несмотря на то, что динозавры в течение почти 200 миллионов лет правили Землей, в их тени уже в мезозое не дремали конкуренты. В зарослях гигантских папоротников и хвойных деревьев начали свой путь существа, которые так или иначе сместили огромных зубастых ящеров с пьедестала. Речь, конечно же, идет о млекопитающих. И в сегодняшнем выпуске мы расскажем о том, как выживали далекие предки современных хозяев планеты. Также вы узнаете про их эволюционный путь от мелких ночных животных до самых крупных животных в истории. Подписывайтесь на канал «Эпоха динозавров» и не забывайте отмечать понравившиеся ролики лайками, а также оставлять под ними свои комментарии. Благодаря активности зрителей, другие любители науки из разных стран смогут познакомиться с познавательными роликами на разные темы, включая историю появления и развития жизни и проблемы современного человеческого общества. Первые млекопитающие появились ближе к концу Триасового периода, около 220 миллионов лет назад. Но для понимания особенностей их противостояния с динозаврами нужно вернуться в предыдущую палеозойскую эру. Именно тогда эволюционные дороги этих двух групп животных разошлись окончательно. Произошли и те, и другие от древних примитивных амфибий. Лабиринтодонтов, которые в свою очередь были потомками кистеперых рыб. Именно от рыб лабиринтодонты получили плоский череп, в котором были предусмотрены отверстия только для глаз и ноздрей. Череп амфибий составляет почти треть их тела. Это вызвано отсутствием развитых легких и подвижных ребер. Для дыхания им приходится максимально широко раскрывать пасть. Это можно увидеть на примере современных лягушек. По сути, амфибии из-за этого практически остановились в развитии и со времен динозавров поменялись не очень сильно. А существа, которые в полной мере освоили легочное дыхание, в результате получили множество преимуществ. У животных, перешедших на более совершенную систему дыхания, изменилась форма, а главное – размер черепа. Также в нем появились отверстия для выхода челюстной мускулатуры. В этот момент и началось разделение, которое в дальнейшем привело к появлению динозавров и млекопитающих. У одной группы живых существ таких отверстий в черепе было два, и они, соответственно, были названы диапсидами. А животные с одним отверстием в черепе, предназначенным для выхода челюстной мускулатуры, называются синапсидами. Также у диапсид развилась система замены сломанных или утраченных зубов на новые. Но эта опция не предусматривает точную подгонку зубов друг к другу. Поэтому у диапсид не могли появиться зубы режущего типа. Кроме того, диапсиды постепенно стали переходить на хождение на двух ногах. У многих видов передние конечности практически исчезли. А такая группа, как змеи, совсем отказались от ног. Подробнее узнать об их эволюции можно в одном из наших предыдущих роликов. Сейчас к диапсидам относят не только динозавров и их предков, архозавров, но и появившихся позднее ящериц, змей, крокодилов и птиц.
Все они, за исключением птиц и некоторых видов динозавров, являются хладнокровными. То есть температура их тела не может регулироваться физиологически и во многом зависит от внешних факторов. Диапсиды в самом начале своего развития начали обзаводиться черепами с ажурной и подвижной структурой. У них активно двигается не только нижняя, но и верхняя челюсть. Также у некоторых диапсид нижняя челюсть является составной. Половинки такой челюсти соединяются при помощи эластичных связок. Благодаря этим особенностям диапсиды способны заглатывать добычу, намного превышающую по своим размерам габариты их головы. Такой способ поглощения пищи позволяет компенсировать отсутствие зубов, предназначенных для ее разрезания и пережевывания. Мозговая коробка у диапсид отсутствует как таковая. Их мозг размещается в полости черепа по форме, напоминающей трубку и открытой с передней стороны. Сам мозг этих существ является достаточно примитивным. Исключением являются разве что птицы, которые в целом являются самыми поздними и самыми развитыми среди диапсид. Синапсиды же еще в самом начале своего развития обзавелись монолитной черепной коробкой, а количество костей их нижней челюсти постепенно сократилось от 6 до одной единственной зубной кости. Наблюдать эволюцию строения черепа сиапсид можно, сравнив его строение у развитых млекопитающих и их родственников, живущих в Австралии. Такие существа, как ехидна или утконос, во многом еще сохранили черты своих предков из начала эпохи динозавров. Монолитное строение черепа стало залогом дальнейшего развития интеллекта синапсид и их потомков. Также со временем у них произошло разделение зубов на клыки, резцы и коренные зубы. Это явление называется окклюзией. Благодаря ему потомки диапсид начинают первичную обработку пищи задолго до ее попадания в желудок. А вот по скорости передвижения диапсиды в первое время сильно опережали своих конкурентов. Ситуация начала изменяться в противоположную сторону только ближе к завершению триасового периода. До этого конечности синапсид располагались по бокам тела. Оно как бы висело между конечностями. Только у первых млекопитающих произошли серьезные изменения в конструкции опорно-двигательного аппарата. Конечности переместились под туловище. Это позволило серьезно увеличить скорость бега и сократить расход мышечной энергии, что дало нашим отдаленным предкам еще одно преимущество в конкуренции с динозаврами. Совсем наоборот, дело обстояло с гомоэотермией, способностью самостоятельно регулировать температуру тела. Судя по всему, синапсиды пробовали развить подобные механизмы еще в каменно-угольном периоде. Для примера можно вспомнить пеликозавров, спинные паруса которых, по мнению ученых, служили теплообменниками. Именно синапсиды к концу пермского периода занимали верхние ступени пищевой пирамиды, и никакой эпохи динозавров не предполагалось даже в проекте. Пермская фауна отличается богатейшим и очень разнообразным представительством сухопутных позвоночных. И даже великое пермское вымирание
не сильно повлияло на итоговый расклад сил. Предполагается, что диапсиды в лице динозавров стали выигрывать в конкуренции с синапсидами благодаря переходу на бипельный способ передвижения. Двуногие ящеры оказались быстрее своих соперников. В основном это сказалось на противостоянии среди хищных видов. Такие хищники, как горгонопсиды, не могли противостоять ящерам-тераподам и постепенно сошли на второстепенные роли, а затем вымерли окончательно. Среди травоядных животных этот процесс был более длительным. Многие травоядные синапсиды спокойно существовали в одно время как с конкурентами из числа динозавров, так и с хищными тераподами. Но, как мы знаем, к концу мелового периода все поменялось в обратную сторону. Первые млекопитающие появились около 200 миллионов лет назад. И почти 2/3 этого времени они существовали в тени динозавров. Считается, что они произошли от небольших звероящеров – тироиодонтов в конце Триаса. Эти синапсиды относились к немногим счастливчикам, пережившим пермское вымирание. А от уничтожения динозаврами первых млекопитающих спасли их размеры. Как известно, фауна эпохи динозавров стремилась к постоянному увеличению своих габаритов. А потомки тиреодонтов по своим размерам не превышали современных мышей. Таким гигантам, как тираннозавры, было нерационально составлять свой рацион из таких мелких существ. А в своем весе эти мелкие насекомоядные млекопитающие могли более успешно конкурировать с динозаврами. Еще одним важным этапом эволюции ранних млекопитающих стало появление так называемых многобугорчатых. Названы эти животные так из-за характерной формы коренных зубов. Внешне они напоминали грызунов и по размерам были не больше современного бобра. На данный момент открыто и описано более 200 видов многобугорчатых. Некоторые из них обитали в норах, другие прыгали по деревьям, как белки. Также среди них встречались существа, прыгающие на 2 ногах, как это делают современные тушканчики. Распространены многобугорчатые были в основном в северном полушарии на континенте Лавразия. Появились они в конце Триасового периода и полностью вымерли только к Олигоцену. Таким образом, они просуществовали на планете около 175 миллионов лет. Это почти столько же, сколько длилась эпоха динозавров. Зубы с многочисленными бугорками были предназначены для поедания растительной пищи. Это была первая успешная попытка эволюционно сформировать эффективное травоядное существо малых размеров. Дело в том, что для переваривания клетчатки в кишечнике травоядных присутствуют микроорганизмы-симбионты. Для поддержания пригодной для существования кишечной микрофлоры температуры травоядным диапсидам приходилось существенно увеличивать свои размеры. Млекопитающие же смогли решить эту проблему при помощи гомеотермии. Еще одной важной ролью, которую, возможно, многобугорчатые сыграли в истории планеты, является распространение голосеменных и покрытосеменных растений. Анализ строения их зубов показывает, что они питались достаточно крупными объектами. Это могли быть орешки голосеменных
таких как цикадовые, гинковые или арауакариевые. Позднее они могли перейти на плоды покрытосеменных растений, вроде дубов и буков. Как уже говорилось выше, все плотоядные млекопитающие эпохи динозавров были очень малых размеров. Но ближе к концу юрского периода среди них появились свои гиганты. Речь идет о трикодонтах, которые по размерам были не больше кошки. Но даже при таких малых габаритах они стали первыми млекопитающими, попытавшимися стать грозой динозавров. Считается, что новорожденные ящеры были желанной добычей трикодонтов. Маленькие динозавры обладали хрящевым скелетом и были малоподвижны, особенно в темное время суток. Их размеры редко превышали габариты курицы. Поэтому для хищных млекопитающих не составляло труда расправляться с потомством даже самых крупных и опасных существ того времени. Этот момент можно считать точкой отсчета начала пересечения миров млекопитающих и динозавров. Не так давно эти предположения были подтверждены вещественными доказательствами. Китайские ученые описали мелового трикодонта Репиномама. Длина его тела составляла более 1 метра, а весил он до 14 килограммов. В желудке одного из найденных образцов этого хищного млекопитающего были обнаружены останки молодой особи одного из растительноядных видов динозавров. Но, как ни крути, влияние млекопитающих на исчезновение динозавров было не столь существенным. Наиболее вероятная теория исчезновения этих гигантских ящеров заключается в резких климатических изменениях, вызванных падением огромного метеорита и вулканической активностью. После завершения эпохи динозавров конкуренция началась уже между самими млекопитающими. Правда, свое место удалось отвоевать и выжившим динозаврам – птицам. Но сейчас речь совсем не о них. Как вымершие, так и современные млекопитающие относятся к одному из 2 подклассов – прототериев и териев. Отделились друг от друга они еще в триасовом периоде. Основные отличия одних от других заключаются в строении черепа и челюстного аппарата. В мезозое более существенную роль среди млекопитающих играли прототерии, а с началом кайнозоя ситуация перевернулась с ног на голову. Из животных, обитающих на Земле в наше время, к прототериям относятся, например, утконосы и ехидны, а плацентарные и сумчатые являются териями. За последние 200 миллионов лет строение черепа прототериев практически не изменилось, тогда как их конкуренты активно развивали и модернизировали свое строение. Современные прототерии и сейчас не сильно отличаются от своих мезозойских предков, а вот терии с тех времен поменялись очень сильно. Их эволюционные ветви разделились еще в самом начале эпохи динозавров. Благодаря длительной изоляции австралийского континента и отсутствии серьезных угроз, время для прототериев на этом материке практически остановилось. А вот терии разделились на сумчатых и плацентарных в конце мела или начала кайнозоя. Об этом говорит то, что у позднемеловых плацентарных еще сохранялась так называемая сумчатая кость. На отдельном развитии сумчатых и плацентарных тоже сказалось разделение континентов. По каким-то причинам плацентарные животные стали преобладать в северном блоке материков, а сумчатые в южном.
Более суровые условия жизни в северном полушарии поспособствовали прогрессированию развития мозга и центральной нервной системы плацентарных. На сегодняшний день сумчатые являются более примитивными существами в плане развития мозга. Но при этом, с точки зрения выживания вида, именно сумчатость является более выгодной. В случае опасности самка может просто выбросить детенышей из сумки, сохранив себе жизнь. Зачать детенышей вновь она может сразу же после рождения предыдущих. Длительное же вынашивание потомства плацентарными животными в подобном случае грозит и матери, и детенышам. У детенышей сумчатых на ранних стадиях мускулатура более развита. Она нужна им для сосания материнского молока. Это тормозит развитие черепа, а значит и мозга. Таким образом, плацентарные обладают более высоким интеллектом и приспосабливаемостью. В целом, дальнейшая эволюция млекопитающих шла очень активно и часто принимала очень необычные формы. Современные методы исследования ДНК животных позволяют выделить время их отделения от общих предков и установить родственные связи между разными животными. Подобные исследования говорят, что ближайшими родственниками таких гигантов, как слоны, являются похожие на грызунов доманы, а также дюгони и ламантины. К этой же группе относятся трубкозубы, которые внешне больше похожи на муравьедов или броненосцев, а также тенреки, выдры и землеройки. Удивительно, что к непарнокопытным травоядным ближе являются хищные, чем парнокопытные. Можно сказать, что лошади эволюционно ближе к кошкам и собакам, чем к коровам. А вот у самих коров имеются общие предки с китами и дельфинами. В целом, сейчас все млекопитающие делятся на 4 большие группы, выделившиеся по мере развития класса. Ксенартры, что в переводе с греческого означает «странно сочлененные». К ним относятся ленивцы, броненосцы и муравьеды. Афротерии, описанные выше родственники слонов. Эуархонтоглиры, грызуны, зайцеобразные, приматы, включая людей, и их родственники шерстокрылы и тупаи. Лавразитерии, рукокрылые, насекомоядные, хищные, парнокопытные, к которым относятся и китообразные, и непарнокопытные. В ходе своего развития млекопитающие прошли длительный и сложный путь от крохотных существ, выживавших среди динозавров, до настоящих гигантов и нынешних хозяев планеты. Какой будет дальнейшая история нашего класса, мы можем только догадываться. Может быть, и в нашей тени уже поднимают голову будущие конкуренты, ждущие удобного случая, чтобы потеснить млекопитающих с пьедестала. В завершении ролика мы, по традиции, выражаем благодарность зрителям, досматривающим все наши выпуски до самого конца. Если вы хотите больше знать о разных видах динозавров и млекопитающих, а также других живых организмах из разных эпох, советуем обратить внимание на другие материалы, размещенные на канале «Эпоха динозавров». Кроме того, в них рассказывается о современных экологических проблемах и взаимоотношениях человека с природой.